Все свои, все здесь уже. Все пришли, всех видим, всем Здрасте. рады, как всегда. Вот. А чужие, будут подтягиваться. Мы дверь не закрываем, вход будет открыт. У нас сегодня замечательный гость, редкий, Ну, не редкий, а третий раз, по-моему, читаю за уже. 10 лет. Лев Матвеевич Зеленый, большой друг планетария, чем мы очень гордимся, дорожим и всегда благодарны за то, что находит время приходить к нам, пообщаться с нами. Сегодня у нас вот такая тема интересная. Венера – это странная сестра Земли. Ну, я представлю, как положено, академик Российской академии наук, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя Совета по космосу Российской академии наук, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования. Лев Матвеевич Зеленый. Спасибо, Фаина Борисовна. Спасибо. Ну, я благодарю всех, кто пришел на эту лекцию, но я постараюсь передать вам тот энтузиазм, тот интерес и то какой-то восторг перед этой вот планетой. Про нее давно уже не говорили, но вот мы решили к ней вернуться. Ну, прежде всего, название «Венера – странная сестра Земли». Но мне приятно представить, что один из соавторов этой работы Олег Седых, руководитель технической части, который делает космический аппарат, здесь присутствует. Почему Венера? Ну, я сразу объявлю основные такие моменты, которые связаны с Венерой, которые нас в ней привлекают. Прежде всего, Венера – это естественная лаборатория для изучения эволюции климата и парникового эффекта. Сейчас вот эта шведская девочка Тумберг много говорит о климате, но когда смотришь на Венеру, понимаешь, что есть какая-то правда в ее словах, потому что климат эволюционирует очень быстро и, в общем-то, эволюционирует не в ту сторону. Венера – возможная форма обитания экзотических форм жизни. Я вам расскажу о каких-то новых результатах, необычных, они как-то противоречат интуиции. И сейчас очень много говорят об экзопланетах. Открыто несколько тысяч экзопланет, но все, наверное, знают, что это такое. Это планеты других звездных систем. Их очень трудно изучать, потому что они находятся на расстоянии десятков световых лет, самое ближайшее на расстоянии 4 световых лет. А Венера в каком-то смысле какой-то прототип такой одной из таких экзопланет. И мы, изучая ее, можем многое понять о каких-то таких планетах, землеподобных у других звезд. Ну, прежде всего, почему сестры? Ну, давайте я напомню какие-то, наверное, не вредно будет самое общее сведения о Венере. Значит, диаметр Венеры, видите, действительно, почему мы их называем сестры, очень похож на земной. Массы, в общем-то, близки. Ну, естественно, космические скорости близки. Но когда мы доходим до этой строчки, все меняется. Значит, вместо одной атмосферы на Венере мы имеем почти 100. Температура вместо 20 наших комфортных градусов почти 500 градусов. И воды на Венере, в общем-то, почти не осталось. На Земле, слава богу, есть океаны. Если вся вода может покрыть равномерно Землю, если, так сказать, размазать океаны коркой, слоем, где-то несколько километров. На Венере этот слой будет 5 сантиметров. Куда девалась вода Венеры? Ну и в чем есть уже серьезное отличие у Венеры от Земли? Венера вращается очень медленно. Ее период, она вращается вокруг Солнца, она поближе, находится она на 0,7 астрономической единицы, на 30% ближе к Солнцу, чем Земля. Ну, это не такой существенный фактор в эволюции ее климата, хотя он тоже, конечно, мог сыграть свою роль. И венерианский год, поэтому близок к земной, но зато период вращения у Венеры 240 суток. И что самое странное, Венера вращается в противоположную сторону, чем Земля и чем все остальные планеты Солнечной системы. И еще одна важная вещь. На Венере магнитное поле фактически равно нулю отсутствует. На Земле наше поле, в котором мы находимся, это примерно полгаусса. Это, в общем-то, много по космическим масштабам. Это поле нас защищает от многих-многих неприятностей. Не говоря уже о том, что мы можем путешествовать, пользуясь компасом. А птицы вообще летают по магнитному полю. Поэтому
отсутствие его Венеры, это связано с ее внутренним строением, оно тоже сыграло плохую роль в эволюции ее климата. Почему Венеру трудно изучать? Потому что всегда, когда уже мы, астрономы с Земли смотрели на Венеру, мало что можно было увидеть. А Венера всегда выглядит вот так, покрытая толстым облачным слоем. Позже стало ясно, что этот облачный слой в основном состоит из серной кислоты, и дистанционные наблюдения практически ничего не давали, хотя Венеру наблюдали еще древние греки, про нее знали, но реально планета оставалась планетой загадок. Вот. Ну, очень важную роль здесь сыграл наш соотечественник, замечательный ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, Ломоносову в советской литературе приписано много-много открытий, включая закон сохранения энергии. Ну, на мировом уровне с этим не все согласны, потому что закон сохранения энергии одновременно писал Майер, может быть, и даже более строго. Поэтому его приоритет здесь в общем, оспаривается часто. Но здесь его открытие Венеры, атмосферы Венеры, признано во всем мире. Ему повезло. Потому что в 761 году уже были вычисления о том, что Венера будет проходить мимо диска Солнца. И было несколько французских экспедиций, в те места, где можно было увидеть. Но им не повезло, там было в это время дожди, облака, а Ломоносов увидел, хорошая погода была. И он увидел вот то, что здесь написано: при выступлении Венеры из Солнца появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению проходила. То есть он увидел такой ореол вокруг Венеры, то есть не резко, так сказать, свечение пропало, а что-то здесь происходило. И планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой, лишь бы не больше. Он предугадал вот эту мощную атмосферу Венеры, какова обливается около нашего шара земного. Вот, значит, первая, так сказать, связь нашей страны с Венерой — это вот Михаил Васильевич Ломоносов. Ну вот, когда я был школьником, у меня была любимая книжка, она вышла где-то вот, когда я был где-то вот в 3-м или 4-м классе, Аркадий и Бориса Стругацких, это их книжка, это где-то вот конец 50-х годов, еще до начала космической эры, где космонавты летели на Венеру, потом был очень хороший фильм «Планета бурь», вот ходили по таким джунглям, прорубались, там на них нападали разные драконы. Считалось, что на поверхности Венеры теплый влажный климат, похожий на климат ранней Земли. Жидкая вода, жизнь. Были даже идеи о обилии нефти на поверхности. То есть Венера в такой фантастической литературе часто упоминалась. Но жизнь оказалась совсем другой, я расскажу. И Венера преподнесла очень-очень много сюрпризов, и исследования ее вызвали очень много проблем. Они не дались просто нашим вот предшественникам в Советском Союзе, которые активно изучали Венеру. В глубокой древности Венера настолько разогрелась, что океаны, которые были, поскольку на Земле был океан, и на Венере был океан, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж. И океаны исчезли, в атмосфере возник углекислый газ. Одна из идей, которую я позже буду рассказывать, просто я сам этим занимался, мне это интересно, что это вот эффекты тоже связаны с тем, что у Венеры отсутствует магнитное поле, которое защищает нашу планету не только от радиации, не только от космических лучей, но и от того, чтобы атмосфера сдувалась потоком плазмы, которая выходит из Солнца. Вот как происходит, на этом графике хорошо видно, можно сравнить средний профиль температуры атмосферы на Земле и на Венере. Вы видите, значит, вот температура с высотой, как меняется на Земле, где-то она приходит к нулю. И вот что происходит на Венере. При примере 400 доходит до тех вот почти 500 градусов, о которых я говорил. Парниковый эффект – это разница температур между средней температурой, которая просто была бы, если бы не было облаков, и такой настоящей температурой, которая наблюдается. На Венере это разность за счет парникового эффекта 500 градусов. На Земле, кстати, она тоже не маленькая, 35 градусов. То есть, если бы сейчас не было парникового эффекта никакого, то мы бы сейчас мерзли. То есть была бы здесь отрицательная температура у нас всегда.
эти 35 градусов нам очень помогают, но не надо их увеличивать, потому что вариант сближения этих синих и зеленых линий очень опасен. Ну, просто для интереса, на Марсе тоже есть маленькая атмосфера углекислого газа. Углекислый газ – это такой активный парниковый газ, и там парниковый эффект тоже есть, он всегда есть, но там всего 3 градуса он дает. Как устроен парниковый эффект? Ну, наверное, тут уже об этом сейчас много говорится, многие знают. Основные парниковые газы в атмосфере Венеры – это углекислый газ и вода. Вода – это, кстати, сильный парниковый газ. То есть, чем больше испаряется океан воды, тем больше его в атмосфере, тем как бы эффект становится сильнее. И в этом вся опасность, потому что этот эффект самораскачивается, неустойчивость. Чем больше воды испаряется, тем больше получается парниковый эффект, тем дальше испаряется вода. И в результате все океаны Венеры испарились. То есть солнечное излучение, которое приходит от Солнца, оно проходит к облакам, нагревает поверхность, поверхность переизлучает инфракрасное излучение, которое отражается от облаков. То есть планета как бы оказывается укутана таким теплым одеялом. Ну, все знают, если вы укутаетесь одеялом, не само одеяло греет, если там нет электрического подвода к ней, есть такие электрические дела, вы сами себя греете, просто тепло не уходит. То же самое происходит с Венерой. Вот этот облачный слой играет роль одеяла. Основная полоса поглощения углекислого газа – это 15 микрон, это такое инфракрасное уже излучение, и она очень хорошо, вот это переизлученное излучение инфракрасное от поверхности, которая нагрета Солнцем, она поглощает, и тепло возвращается назад. Вот так вот происходит на Венере. Вот этот график очень тоже интересный. Ну, здесь, смотрите, здесь отложена температура, а здесь давление водяного пара. Вот. Ну, у воды есть такая тройная точка, где могут существовать одновременно... Вода может существовать в жидкой, в твердой, ну, лед, жидкая вода и водяной пар. Вот в этой тройной точке. Вот если посмотреть на этот график, то... Ну, Земле везет. У нас есть и лед, и пар в атмосфере, и жидкие океаны. На Марсе холодно, маленькое давление, и фактически вся его вода замерзла, и где-то под поверхностью она, скорее всего, есть, только изредка выходит на поверхность. Я в прошлый раз об этом говорил. А у Венеры вся вода испарилась. И вся вода осталась в атмосфере и способствовала вот этому эффекту одеяла. И в результате вот температура начала расти. Вот это показывает, но я не буду дальше много об этом говорить, уязвимость климатической системы, потому что вот если такая неустойчивость начинается, и очень трудно вернуться, потому что она уже идет независимо от нашего желания. Я не буду сейчас, конечно, вдаваться в обсуждения, которые, кстати, вызывают чуть ли не до скандалов и драк между учеными, влияет, есть ли антропогенный эффект в этом, или это естественный цикл. Я больше склоняюсь, что это все-таки естественный цикл, и не очень верю в роль человека здесь, что парниковые газы выходят, и много метана излучается, например, в болотах, шельфа океанского, метан тоже сильный парниковый газ. Тут много споров идет, но Венера дает нам пример, что это действительно опасно. И поэтому, изучая Венеру, мы в каком-то смысле лучше понимаем то, что климатическая система Земли. Но я хотел немножко про магнитное поле поговорить, потому что магнитное поле здесь отсутствие магнитного поля сыграло плохую роль в судьбе Венеры. Но вот здесь просто показаны 4 планеты земной группы. Меркурий. У Меркурия он маленький, он близко к Солнцу, у него довольно сильное магнитное поле. И вот такая же, в общем, магнитосфера, похожая как магнитосфера Земли. То есть магнитное поле Земли останавливает поток плазмы, солнечного ветра, который идет от Солнца где-то на расстоянии 100 тысяч километров. У Меркурия это расстояние гораздо меньше, сравнимо с радиусом Земли.
но это не важно. А вот у Венеры магнитного поля нет, и поэтому солнечная плазма фактически втыкается в нее. И вот видите, она начинает с атмосферой Венеры взаимодействовать. Вот в свое время мы разработали такую модель, вот как солнечный ветер обтекает Венеру, то есть идут силовые трубки солнечного ветра, проходят мимо Венеры, захватывают атмосферное вещество, которое ионизуется ультрафиолетовым излучением Солнца и уносит его. То есть атмосфера как бы начинает сноситься, то есть водяной пар попадает в атмосферу, если попадает дальше, он уносится. Ну, у Венеры это процесс не такой сильный, потому что у Венеры мощная атмосфера, а Марс очень сильно потерял свою атмосферу, и поэтому на Марсе так холодно. Но воду Венера потеряла в основном. Углекислый газ она сохранила, потому что вы видели, что основная составляющая атмосферы на Венере – это углекислый газ. Вот, немножко я хочу поговорить про поверхность Венеры, что бы мы увидели, если бы мы попали туда. Ну вот она так выглядит в таких изображениях, немного искусственных, но они близки к настоящим цветам. Что влияло на поверхность Венеры? Очень такая недружественная, несимпатичная картина. Венера до сих пор имеет активные вулканы. То есть это такая живая, молодая планета. На Марсе все, в общем-то, уже такая активность прекратилась. Это, в общем, такая как бы уже планета потухшая. На Земле иногда вулканы проявляют свой характер, иногда и даже в современной истории. Но на Венере это происходит постоянно. 167 крупных вулканов, очень высоких. И Венера вся покрыта одной плитой. На Земле есть тектоника плит, то есть плиты наползают на друг друга, происходит землетрясение, но на Венере поверхность расплавленная, как бы стала одна такая большая плита. Но ее поверхность молодая, вот это очень важно, ей всего 300-400 миллионов лет. Например, на Луне поверхность 4 миллиарда лет. Это вся история Солнечной системы. А Венера, как я говорил, живет. Вулканы извергают лаву. На Венере бывают грозы, но при извержении вулканов известно, что есть сильное атмосферное электричество. И бывают такие горячие точки, которые влияют, ну, их на спутниковых картинах, они извержения вулканов, ну, там, естественно, повышается температура, и они видны как такие яркие области. Ну, я уже упоминал, что облака Венеры, фактически это облака серной кислоты, ну и в формировании их играют очень большую роль вулканы, потому что они насыщают при извержениях вулканов, которые на Венере происходят часто, они излучают частицы серы, ну, которая, значит, окисляется, взаимодействует с водой, получается серная кислота. Вот это такой научный слайд немножко. Это содержание двуокиси серы в атмосфере, ну, на верхней границе облаков, ну, которые как раз создаются вулканами. Это американский спутник «Пионер Венера», а это европейский спутник «Венера-Экспресс». Вы видите, что есть динамика. То есть до сих пор это просто слайд косвенно показывает, как вулканы активны. Мы не всегда их можем увидеть, ну, потому что они находятся под облаками. Но вот по этим проявлениям, выбросам серы, двуокиси серы, мы можем говорить, что на Венере до сих пор происходит вулканическая активность. Ну, я уже говорил, поверхность молодая, залита лавой за последний миллиард лет. И отсутствие воды на поверхности Венеры приводит к тому, что все эти структуры сохраняются в первозданном виде. Потому что на Земле эрозия за счет воды быстро смывает, фильм даже был такой, дождь смывает все следы. На Венере воды нет, поэтому вот такого фактора, который все разглаживает, уничтожает, нет. Вот, поэтому для Венеры очень интересно с точки зрения физики, астробиологии, потому что если мы ее сравним с другими планетами Солнечной системы, ну вот с Луной, Меркурием, Луна и Меркурий вообще похожи друг на друга, с Марсом, их средний возраст их поверхности – это
миллиарды лет. Ну, почти 4 миллиарда лет – это время, прошедшее с момента образования Солнечной системы. Солнечная система считается образовавшейся 4,5 миллиарда лет. А Земля и Венера – молодые поверхности. Вот эти наши две планеты. Вот поэтому, изучая Венеру, мы тоже можем что-то больше понять о молодой Земле. Так, не понял. Вот, ну вот если так суммировать то, что я говорил, что 4,5 миллиарда лет назад, когда образовалась Солнечная система, за счет аккреции возникли планеты, сначала планеты земной группы, потом возникли планеты-гиганты, Земля и Венера были достаточно близки. Значит, но вот давление было примерно и там одной атмосфера, примерно состав атмосферы был тоже очень похож у Земли и Венеры. Вот. Что произошло сейчас? Давление на Венере выросло вот за счет этого парникового эффекта. Состав остался в основном прежним. Это наличие азота и наличие углерода в основном. Но зато температура 450 градусов. Интересно на Земле. Вот если вы посмотрите на состав молодой Земли и сегодняшней, здесь появляется еще один элемент, кислород, наш любимый кислород. Его не было на молодой Земле, он возник за счет так называемых цианобактерий, которые эти миллиарды лет перерабатывали другие газы, разлагали углекислый газ, и вот наполнили нашу атмосферу кислородом. То есть вот Земля в этом плане эволюционировала в нужную сторону, чтобы создать вот такую белковую жизнь, которая нам комфортна. На Венере этого просто не произошло из-за того, что она быстро разогрелась. Ну, если так суммировать вот все научные мотивации, почему Венера нам нужна, я сейчас перейду уже к каким-то экспериментальным вещам. Венера – это ключ к пониманию парникового эффекта. Это очень интересная физика и химия облаков. Это, вот я про это мало говорил, есть такое важное явление на Венере, называется суперротация. Я говорил, что сама Венера вращается очень медленно, но зато верхний облачный слой вращается в 60 раз быстрее, чем скорость поверхности. То есть как бы верхняя часть атмосферы со скоростью, там, я помню, десятки километров в секунду движется. На Земле, вблизи поверхности скорость маленькая, там метры в секунду, ну, такой маленький ветер, но с подъемом наверх атмосфера разгоняется. До сих пор это не объяснено. Вот какой механизм такой суперротации, она, в общем, она доказана, ее существование. Как меняется вот такой момент импульса между атмосферой и поверхностью, неясно. Вот. Ну и поэтому Венера, в общем-то, вызывала, может быть, меньше, чем Марс, как вторая, в общем, по активности планета, которая исследовалась вот в космических программах разных стран. Вот. Ну, давайте посмотрим на эту карту. В общем так. Здесь видите в основном наш красный флажок. И первая Венера была запущена в 1961 году, еще до полета Гагарина. Ну, она пролетела мимо Венеры, но все равно она считается. Вот следующие Венеры, вот это интересно, 4-я, 5-я, я про них не буду дальше говорить, потому что их вот коллеги из НПО Лавочкина проектировали, но никто не представлял, что такое громадное давление там, 90 атмосфер. Их планировали там на 40-30 атмосфер, и они просто раздавливались давлением, не долетев до поверхности. Они передавали информацию о составе атмосферы, но поверхности не долетали. И только 7-я Венера, которая уже была сделана прочная, сделала в 70-м году первую мягкую посадку на поверхность планеты. И только советские миссии садились на Венеру. Поэтому Венеру как-то иногда называют, там сказать, российской планетой. Ну, конечно, другие страны тоже внесли вклад. Может быть, в Марсе мы от них отставали, но Венера, вот приоритет Советского Союза, к сожалению, пока не России, очень велик.
Вот, ну я сейчас немножко про эти миссии чуть-чуть расскажу. Были сделаны открытия, я не буду, наверное, про них говорить, потому что сейчас уже они как бы вошли в такой золотой фонд. Была обнаружена корона Венеры, было обнаружено отсутствие магнитного поля, вот про которое я говорил. Был изучен состав. В общем, все эти результаты были получены впервые. Вот, ну, вот Венера-4, это зонд, который долетел до Венеры, передал данные, вот строение атмосферы вот на этих интересных высотах, где облачный слой, передал данные о составе Венеры, не обнаружил магнитного поля, но был раздавлен. И вот первая Венера, я уже говорил, в 70-м году села, и она работала недолго, она работала всего там 50 минут, потому что там все-таки не смогли, она перегрелась в итоге, но 50 минут она работала, передавала информацию, и, в общем-то, мы много узнали о Венере, вот уже начиная с этих первых миссий. Была вскоре вторая Венера, уже было понятно, как надо проектировать эти аппараты. Был, кстати, вот измерена эта вот суперротация, о которой говорил, потому что пока аппарат спускался, он тоже делал измерения. Вот, поэтому это были, в общем, такие бесспорные успехи. Один из, наверное, самых... Я не буду про все аппараты рассказывать, потому что это может быть долго. Вот такие только знаковые. Венера-13, Венера-14. В Советском Союзе, кстати, было очень правильно принято запускать аппараты парами. Ну, там, сказать, один сломается, зато другой долетит. Они были идентичны, поэтому эта стоимость не была вдвое дороже, чем, так сказать, не была в несколько раз дороже, чем делать один аппарат, ну, где-то на 30-40% уже аппарат был разработан, была вторая копия. Это очень, конечно, сильно повышало надежность. И здесь очень важно, что был впервые произведен забор пробы груд на Венеру, взят внутрь аппарата, вот сейчас мы тоже мечтаем это сделать, внутрь гермоотсека для определения элементного состава. Ну, измерены изотопные соотношения, которые как раз очень много говорят, как эволюционирована атмосфера. Вот на этой карте видны места посадки вот этих советских аппаратов, о которых я говорил. Обратите внимание, что они все-таки ближе к экватору. Венера-13, Венера-14. Вот это панорамы, которые они передали, я про них буду говорить. Значит, ну, видите, какая-то странная структура вот у поверхности Венеры, такие плитчатые камни, слоистые. И это как бы вот набор таких плит, но здесь это не видно, они, если камера смотрит дальше, они распространяются до самого горизонта. В общем, видно, что поверхность здесь, во-первых, она абсолютно сухая, подверглась такому все-таки выветриванию и растрескиванию. И последняя наша Венера, Венера 15-16 тоже была важная программа. Ее делал Институт радиотехники вот под руководством академика Котельникова, знаменитого такого, многие знают, теорема Котельникова есть. Эти аппараты не садились, на них стояли такие мощные радиолокаторы, которые просвечивали, проходило их излучение локаторов через атмосферу, они изучали саму ионосферу, строили карты поверхности. Но, к сожалению, не всей поверхности, что аппарат не так долго работать. И последние аппараты, которые были в Советском Союзе запущены в 1985 году, была такая знаменитая программа, вот я уже ее застал, называлась «Вега». Аппараты Вега, это что Венера Галлей, наверное, самая успешная экспедиция Советского Союза. Два аппарата было запущено, они летели к комете Галлея, исследовали комету Галлея, дали очень интересные результаты. Но по пути они пролетели мимо Венеры, сделали маневр гравитационный, ускорились, одновременно сбросили на Венеру посадочный аппарат. И впервые был произведен, я говорил, что очень важно исследовать динамику атмосферы. Венера был сброшен такой аэростатный зонд, который дрейфовал вот на такой интересной высоте, где облачный слой, вот из серной кислоты, который на высоте 50 километров вдоль экватора. И он почти двое суток передавал информацию. Мы за ним с помощью системы такой дальней интерферометрии следили и получали информацию о том, как он движется, измеряли скорость. В общем, это был, конечно, большой успех. Но, к сожалению, на этом все кончилось. Советский Союз распался, и вообще наши космические программы, в общем, сильно побледнели в
те годы, особенно в 90-е. Вот Василий Иванович Мороз, он основатель, это один из наших крупнейших планетологов, он был заведующим отделом в нашем институте, основал планетное направление. Вот он очень хорошо сказал, что, к сожалению, проект Вега поставил последнюю точку. Вот на тот момент в истории исследования Венеры, думаю, что расставание с этой планетой было ошибкой, мы потеряли экологическую нишу, одну из немногих областей, где мы были впереди многие годы. И это правда. И вот поэтому, кстати, вот учитывая эти аргументы, я в конце буду говорить, вот мы вместе с коллегами из НПО Лавочкина, из Российского космического агентства, решили вернуться на Венеру, и поэтому я тут выступаю сегодня перед вами. Вот. Ну, Венеру на много лет забыли, но все-таки исследования проводились. Я немножко, тут, конечно, должен сказать о том, что наши коллеги зарубежные делали. Вот я говорил о радиолокации Венеры. Вот, был в конце 80-х годов запущен американский зонд, такой радиолокационный. Он продолжил вот эти исследования, которые начали Венеры 15-16, и он поставил полномасштабное радиационное картографирование почти всей Венеры. И вот те картинки, которые я вам показывал, они в основном основаны на данных Магеллана. Вот эти вот вулканы, вот эти вот поверхности. Это не видимые картинки, это картинки, построенные с помощью радиолокации. Вот, например, хорошая, интересная картина, как лавовые потоки распространяются, и с помощью радиолокатора это хорошо видно. Вот такая общая картина топологии Венеры, поскольку он построил почти полную карту Венеры, вот видна ее, так сказать, география, вот видна горный массив Иштар. Ну, аппараты, как я говорил, все-таки садились больше в экваториальной области те. Вот следующий аппарат, где уже Россия участвовала, был уже в 2000-х годах. Своих у нас проектов в это время не было планетных, но мы поставили несколько таких хорошо работающих приборов с помощью европейских коллег на аппарат Венера-Экспресс Европейского космического агентства. Ну, он дал много результатов, я не буду обо всех говорить. Самое интересное, наверное, это открытие полярных вихрей. Вот это вид Венеры, южное полушарие Венеры. И видите, существует такой полярный вихрь на полюсе, атмосфера закручивается, в общем, с такой достаточно большой скоростью, и это как раз объяснено. Вот, и это последний такой эксперимент, который уже сделан японскими коллегами, то есть Венеру не забывают, это вот фотографии Венеры в разном диапазоне, вот в таком дальнем ультрафиолетовом это 10 микрон. Ну, видимый свет это полмикрона, чтобы вы понимали, это в 20 раз более длинная волна, видно, как облачный слой эволюционирует. Вот на этом, это 1 микрон, видно излучение поверхности. На длине волны там 2-3 микрона видно излучение нижней атмосферы. То есть важно такие многоспектральные исследования Венеры. Вот японцы там не сразу у них это получилось, они все-таки провели их. Сейчас там несколько стран снова готовятся лететь к Венере. Ну, мы тоже готовим свою экспедицию, о которой я расскажу. Но перед этим я хочу сказать еще об одной привлекательной задаче, которую мы надеемся встретить на Венере, которая, надеюсь, вызовет ваш интерес, это возможная жизнь на Венере. Ну, вот в 90-е, в 20-е годы вот было много статей на эту тему. Айзек Азимов, наверное, многие знают, это знаменитый фантаст, у него лучшая книжка такая «Я робот», наверное, может быть, многие читали. Он тоже написал книжку про жизнь на Венере, океаны Венеры, но которых нету. Но все это было до космической эры, и казалось, что вот Стругацкие писали, я вначале говорил, казалось, что вот эти открытия космические, ну, закрыли это полностью, но не совсем так. Что такое жизнь? Это не моя область, поэтому я, может быть, тут немножко дилетантски про это буду рассказывать. Ну, это самоорганизация. Это самоорганизация органических молекул, которые взаимодействуют с окружающей средой и могут размножаться. Ну, может быть, это не самое точное определение, но... И если мы говорим о жизни, напоминающей земную, это наличие углерода, жидкой воды, ну и температура обычно, ну вот, комфортная между замерзанием и кипением. Мы с трудом представляем жизнь где-то в Антарктиде и в
с трудом представляем жизнь, когда вода кипит. Но это не совсем так, потому что найдены сейчас области, называются черные курильщики на дне океанов, это где жерло вулканов выходит, и там совершенно, там нет света, всю энергию они черпают из вулканического тепла, и там свои формы жизни образуются, это здесь на Земле. То есть вот это определение, которое много лет существовало, оно, в общем-то, не совсем точное. Жизнь может быть очень многообразная. Но если мы говорим о Венере, то, конечно, та жизнь, вот, которую мы понимаем под жизнью, наша, подобная человеку, подобная земной, она невозможна, потому что при температурах 500-600 градусов углерод, стабильные органические полимеры на основе углерода распадаются. Вот. Но что-то, может быть, другое есть. И вот первые следы был такой в институте Вернадского известный планетолог Кирилл Флоренский, он, кстати, сын вот того философа, который был выслан на философском пароходе. Ну, я его лично не знал, но это был очень яркий человек. Он написал такую фразу: на панорамах Венеры-9 обнаружен странный камень, форму которого сложно описать. Он округлый, вместе с тем покрыт мелкой чистой структурой. Слева от него замечена какая-то формация. В общем, что-то, какие-то странные вот структуры он увидел. Прошло много лет. И вот сотрудник нашего института, Леонид Васильевич Космополитин, вот он скончался в прошлом году, его очень хорошо знали планетарии. Вот Фаина Борисовна мне рассказывала, что он часто здесь выступал, он был прекрасный популяризатор. Что он сделал? У нас не было своих данных. И он вернулся к данным, вот тем вот посадочным данным, фотографиям, панорамам, которые я вам показывал. Ну, их много было, потому что каждая из этих Венер, из 10 посадок, она давала такую, и обработал их, уже обработал современными методами. И он увидел, что вот некоторые структуры перемещаются по поверхности. Иногда они как-то немного меняют форму. Вот эти вот панорамы. Тут это, конечно, вызвало много споров, вызвало критику. Ну, говорили, что, может быть, это ветер. Но ветер мерился, скорость ветра мерилась на этих аппаратах, и она была маленькая. Я говорил, у поверхности ветер медленный, только наверху он сильный. И как бы двигать такие камни уже достаточно большого размера он не мог. То есть какие-то движения, какие-то странные формы он наблюдал. Но он построил целую зоологию такую, фауна, флора, может быть, немножко тут перегнул палку. Вот, но мне это как-то нравилось, вот смелость эта. Но критический момент произошел вот совсем недавно, ну не недавно, это уже было пару лет назад. Мы познакомились с нашими коллегами из сибирского отделения. Валентин Николаевич Пармон, это сейчас он вице-президент, а тогда он был директором института катализа. Они услышали про наши все эти вещи, говорят, а ничего странного, в наших установках катализа мы видим, там у них не такие, конечно, высокие температуры и давления, но тоже там десятки атмосфер, сотни градусов. Мы видим очень странную химию, мы видим какие-то необычные реакции. И вот мы написали совместную статью, если кто-то, она существует, ее можно скачать, «Успехи физических наук в открытом доступе», вот в апрельском номере прошлого года она есть. Тут подробно все описано, и вот формы, и химия. В чем тут суть? При повышении температуры химические реакции резко ускоряются, и процессы, которые невозможны на Земле, становятся возможны. И поэтому про углерод мы говорили, на основе углерода ничего сделать нельзя. Но есть полимеры, вот их видят в этих установках для катализа, которые обладают стабильностью при температурах больше 500 градусов. То есть и они делаются на основе азота. Азота тоже достаточно много в венерианской атмосфере. То есть азот может заменить углерод. А что заменит воду? Воды жидкой нет. При таких температурах уже нету ни жидкости, ни газа, возникает то, что называется флюидом. Ну, это, так сказать, известно из вот общей химии. При высоких температурах все вещество испаряется, получается такая и не жидкость, и не газ, то, что называется флюидом. Но для воды эта температура при атмосферном давлении это где-то 400 градусов. Но на Венере воды мало, а зато много углекислого газа. И вода является важным растворителем. И роль такого растворителя на Венере может играть двуокись углерода, которой очень много. То есть жизнь будет как бы на основе азота, вот этот флюид из двуокиси углерода, будут совсем другие
другая химия, другая жизнь. И, в общем, черт его знает, что там получится. Конечно, это все пока догадки. Мы планировали делать такие эксперименты в их лабораториях, но, к сожалению, вот смерть Леонида Васильевича это дело как-то затормозила. Но, надеюсь, мы все-таки какие-то эксперименты проведем. Но окончательный, конечно, ответ может дать только космический эксперимент, о котором я вот позже вам расскажу. Ну, есть и вторая область на Венере, которая тоже вызывает большой интерес. Это облака. Есть много кандидатов сейчас в обитаемые миры, и последние годы как-то вот все начинают понимать, что жизнь это не обязательно, так сказать, бегающие там кролики, зайцы, это что-то может быть совсем другое. Вот черные курильщики, о которых я говорил, вблизи подводных вулканов, вот они здесь показаны, это странно, потому что мы привыкли, что жизнь это на основе солнечного излучения, фотосинтез. Нет, ничего другого, совершенно другая химия, совершенно другая энергетика, она существует, и там большие колонии бактерий. И вот одно из мест, где ожидается еще жизнь, это здесь как-то консенсус у ученых больше, это облака Венеры. Почему? Ну, микробы очень распространены на Земле, их находят, где их только не находят. В стратосфере есть измерения на воздушных шарах, находят микробы. Я говорил, в глубинах океана, в земле, на глубоких шахтах. То есть микробная жизнь, она очень распространена. Чем Венера интересна? Потому что на высотах вот 50-60 километров уже там нормальное давление. В каплях серной кислоты, из которых состоят облака, достаточно много воды, есть углерод. Много таких полевых микронных частиц, на которых все это может осаживаться, с которых идут вулканы, на которые сопоставляют вулканы. И что важно, вот здесь, не знаю, не очень, может быть, хорошо это видно, может, на следующем рисунке я покажу. Но когда смотрят на полосы поглощения, на такие тонкие эксперименты, которые идут облака, там видят некоторые линии, которые известны, потому что вот микробные колонии, если их облучать этим излучением в этой длине волны, ультрафиолетовой, они дают поглощение в этой именно области. То есть какие-то странные области поглощения, которых газ обычно не дает, там что-то еще есть. И вот сравнивая с земными, это, по-моему, на следующем рисунке лучше. Да, вот здесь это лучше видно. Ну вот этот рисуночек, он как-то, может быть, более четко иллюстрирует эту возможность вот этой микробной жизни. Здесь вот облака, здесь существует какой-то неизвестный поглотитель, вот, который может быть приписан к микробам, потому что, я не стал показывать слайд, где там перечислены разные микробы, и в каких областях поглощения они сложные, какие области поглощения они имеют. Ну, совпадает это. Вот. И как бы за счет того, что есть постоянная конвекция, эти частицы не осаждаются, они постоянно поднимаются, и вот среди такого сернокислого аэрозоля в облаках какая-то жизнь может существовать. Ну, здесь сторонников вот этой концепции гораздо больше, чем первой, но мы обе надеемся проверить. Ну, это я уже рассказывал. Вот. Ну, последнее, что я хотел сказать, это вот про экзопланеты. Ну, это отдельная тема. У вас, Файнбейс, кто-то читал по экзопланетам лекцию, да? Ну, наверное, тут многие на ней были, я не буду говорить, но найдено там несколько тысяч самых экзотических экзопланет у многих звезд. Это сейчас целое новое направление науки, но мы тоже потихонечку пытаемся этим заниматься. Но вот если и среди них много, вот это, значит, это звезды разные интенсивности, это красные, это карлики, вот температура звезд растет, вот, и если, так сказать, вот где-то вот здесь посередине наше Солнце, вот земные условия, и большое количество планет, экзопланет находится в этой зоне, где Венера, около 50. Но они как бы для каждой звезды, чем больше освещенность, чем больше смещается это от звезды, вот эта зона. Но это еще не зона обитаемости. Вот такая зона, где находится Земля, там свои экзопланеты. Венера все-таки
мы не относим к зоне обитаемости, но несмотря на ее условия, но таких экзопланет очень много. Поэтому ну вот, те, кто изучает экзопланеты, для них Венера — это некая особая планета, и специальное внимание ей уделяется, потому что изучая ее, можно много узнать про сходные планеты у других звездных систем. Ну вот, я прихожу уже к концу моего рассказа. Вот проект, которым мы занимаемся вот вместе с коллегами из ИКИ, из НПО Лавочкина и с коллегами из НАСА, он называется «К Венере вместе». Это наше обсуждение вместе с коллегами из НАСА, это Американское космическое агентство. Проект называется «Венера-Д». Это российский проект, но в нем планируется участие американцев. Значит, какие задачи мы хотим решить? Ну, я не буду вас долго мучить, я обо всем этом говорил, потому что Венера так устроена, что большинство задач нельзя решить дистанционно. Вот Марс, Луну можно наблюдать в телескоп. Сатурн можно наблюдать в телескоп. Венеру нельзя, потому что Меркурий очень хорошо наблюдается, хотя он низко над горизонтом. А Венеру нельзя. Венере ничего не видно. Телескоп здесь не помогает. Надо на нее лететь. Прежде всего, для нас важен гигантский парниковый эффект, механизм суперротации, о котором я говорил. Надо понять химию облаков, состав атмосферы. Вот поверхность, очень интересные структуры на поверхности, которые достаточно молодые, они как-то созданы взаимодействием лавы со старыми какими-то слоями. В общем, мало про это очень знаю. Элементный состав поверхности, потому что там много радиоактивных изотопов. И Венера живая планета, до сих пор работают вулканы, есть электрическая активность, сейсмическая. И с точки зрения вот тех, кто занимается магнитосферами, очень интересно, как атмосфера Венеры взаимодействует с солнечным потоком. То есть целый класс большой задач, которые можно решить, которые пока открыты. Вот. Но толстый слой облаков ограничивает наши возможности, необходимы прямые измерения в атмосфере и на поверхности. Так. Ничего, там вода пролилась. Вот, поэтому нужны приборы, которые способны работать в такой агрессивной среде в течение длительного времени. Есть приборы, которые должны работать внутри вакуумного контейнера. Ну, мы примерно делали такой вот в советских экспериментах, мы можем использовать этот опыт. Но есть и другие, которым нужно, если мы интересуемся климатом, нам нужны долговременные измерения, которых раньше никогда не было. Я говорил, самый длинный посадочный аппарат советский прожил порядка 2 часов, потом он перегревался. И это трудно обеспечить. Там задача вот нас все время спрашивают, а вы можете сделать, чтобы аппарат жил сутки? Можем, он может хоть неделю жить, но тогда там теплоизоляция съест всю массу, и для приборов не останется места, потому что общий бюджет, который можно доставить на Венеру и посадить, он постоянный. То есть мы должны все время выбирать оптимум между теплоизоляцией, то есть которая будет время жизни давать длинное, и теми научными экспериментами, которые мы проведем. Вот мы показываем, что современные приборы, они высокоинформативные. Тут даже задача не провести эксперименты, а успеть передать информацию. И тогда вот какой-то баланс между массой, которая тратится на теплоизоляцию, массой, которая тратится на науку, достигается. Ну, где-то вот 2-3 часа, в принципе, мы видим, что достаточно для того, чтобы провести все необходимые измерения, но мы сидим в одной точке, и мы не можем взять образцы там из многих мест. Этого достаточно. Поэтому наш аппарат, вы видите, он состоит из наш проект из нескольких элементов. Это орбитальный аппарат на такой полярной орбите. Посадочный модуль, вот, который я говорил, обновленный вариант того, что было вот в советских аппаратах, вот, с длительностью работы вот хотя бы 2-3 часа. И американская долгоживущая станция, которая будет изучать сейсмические вопросы, климатические вопросы, которая простая, там она может и перегреться, которая будет жить дольше. Ну, чтобы просто не пугать, это не надо смотреть, это просто, чтобы вы понимали, какой серьезный научный комплекс вот стоит в орбитальном аппарате. Около 20 приборов в самых разных диапазонах, самые разные задачи решают. То есть это, естественно, мы, прилетев к Венере, мы хотим комплексные измерения провести. Ну, про посадочный модуль я рассказывал, здесь очень важно сделать теплоизоляцию. Вот, планируется, значит, изучать. Здесь важно
обеспечить систему, которая забирает внутрь материал венерианский, и потом уже внутри его анализирует и передает информацию о вот, химическом анализе, передает информацию на Землю. При спуске этот аппарат, при спуске посадочный аппарат будет тоже проводить измерение атмосферы. Спуск достаточно медленный, в Венере атмосфера плотная, тут будет достаточно долго он длиться. Поэтому получится, в общем, такая интересная комплексная экспедиция. И вот с учетом вот всех этих разговоров о движущихся структурах, очень важно, мы большое внимание изучаем сильный, такой очень хороший, качественной фотосистеме. Есть большой комплекс телекамер, которые будут с хорошим временным разрешением, с хорошим пространственным разрешением снимать. Если действительно там что-то будет двигаться или шевелиться, мы это обязательно увидим. Поэтому мы надеемся на какие-то открытия тут. Американские коллеги хотят предложить нам такой зонд, который будет маневрировать, летать вверх и вниз. А здесь это важно, потому что мы сможем такой вертикальный срез сделать состава атмосферы, увидим атмосферу внутриоблачного слоя, увидим вот эти вот, тот самый ультрафиолетовый поглотитель, то есть увидим, может быть, вот, обитаемость вот этих микробактерий, которые в облаках, то есть он будет через облака проходить, потому что он вот летает как раз на правильной высоте, но у него переменная высота. Ну, мы сейчас думаем о месте посадки. Скорее всего, места посадки будут в высоких широтах, в отличие от тех, которые были в советское время. Ну, это еще далекая перспектива. И вот расчет, который вот как раз Олег Седых делал, что вот если мы запускаемся в 29 году, тут есть разные варианты разгонного блока на новой ракете «Ангара-5», то вот все эти большинство научных задач, о которых мы говорили, и спускаемые аппараты, орбитальные модули, может быть, даже удастся поставить совспутник, в принципе, вот, благодаря вот мощности этой новой ракеты разрешаются. То есть, в принципе, перспектива у нас есть. Как вы видите, мы целимся на 29 год, то есть молодежь, которая есть здесь присутствует, наверное, надеюсь, увидит эти результаты. Ну, я как раз Фаине Борисовне обещал час говорить, как раз час кончается, но я буду заканчивать. Я хочу закончить словами Ломоносова, снова к нему вернуться, мне очень не нравится. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Или кто про то знать хочет, да пусть поедет для того же и на Венеру. Вот поедем на Венеру. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Да, я забыл сказать, я такие календари красивые принес, которые в нашем институте сделаны. И вот задающим вопросы вот будут вручаться как подарки календари. Уважаемые гости, мы записываем на видео, поэтому большая просьба задавать вопрос в микрофон. Хорошо, я буду подходить ко всем. Поднимайте руки. Так громче, пожалуйста. Спасибо огромное. Возможно ли терраформирование Венеры? Я плохо слышу. Терраформирование Венеры возможно ли? Терраформирование? Да, ну, да. я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Хороший вопрос. Но говорят больше о терраформировании Марса, потому что это проще сделать. С Венерой как-то это далеко зашло, и я думаю, что вообще, если так говорить, я думаю, что вот Луна и Марс — это последние такие небесные тела, куда человек еще полетит, потому что дальше уже человеку делать нечего. Планеты-гиганты, там страшная радиация. Венера, ну вы слышали про нее, я думаю, никогда на нее человек не попадет, да это и не нужно. Роботы сейчас могут сделать все измерить, совершенный робот. Зачем рисковать человеком, потому что он может сделать намного меньше. Вот, современный искусственный интеллект. Поэтому Марс — это другое дело. Марс — это, почему про Марс говорят, потому что там есть такая теория, Марс — это запасная планета для человечества. На Марсе, в общем-то, прохладно, но, в принципе, температура типа как в Антарктиде, гравитация маловато, магнитное поле слабое, но зато там, то есть из всех планет он более всего подходит для терраформирования, как некий такой будущий форпост. Хотя вот при современных условиях долететь до Марса очень трудно из-за той же радиации. А Венеру, ну вот, придется вот так изучать с помощью роботов. Так, пожалуйста, спасибо за вопрос. Спасибо за лекцию. Вопрос такой.
Почему американцы сейчас взяли такое главенство в полетах на Венеру, когда у нас раньше было? Они не взяли главенство. Нет, вы не совсем тут правы. Давайте я покажу. Мы их, ну, во-первых, там сказать, надо дружить там. Вот если так посмотреть на состав, это наш проект, в который мы пригласили американцев, потому что, ну, есть какие-то Нет, они делают несколько дополнительных экспериментов, ну, которые для нас интересны, которые мы сами делать не планировали. То есть тут такое хорошее, что ли, взаимодействие, потому что мы взаимодополняем друг друга. Главное в этом проекте — это все-таки посадка. Главное — это прямые измерения. Вот измерения на аэростате, они тоже интересны, но самое главное мы все-таки найдем вот на поверхности. Это мы... Что? Это вот посадочный аппарат чисто российский. Нет, мы никому ничего не отдаем, и американцы это понимают, они говорят, что это российская миссия, в которой мы, так сказать, приглашены участвовать. Но еще там не все просто так. Вот с появлением Трампа все это осложнилось. Возьмите, пожалуйста. Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию, за вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, у меня такой немножко приземленный вопрос. А есть понимание, сколько это приблизительно денег для России будет стоить? Повторите вопрос. Сколько это приблизительно денег для России? Ну и вопрос с финансированием, он решен или будет решаться? И сколько это денег? Ну, хороший стоит? вопрос. Тут вопрос финансирования самый главный, потому что если бы оно было, мы бы на Венере были еще там в 2000-е нулевые годы. Сейчас, вот я должен сказать, вот сейчас на этот проект финансирования нет, но с 2021 года оно начнется, поэтому мы, рассчитывая наш срок, 29 год, мы учитываем. Тут проведена очень большая работа, но уж я не буду все раз... Я там Путину писал письма про это, он как-то поддержал, но вот от этого до реализации проекта долго. Но сейчас Роскосмос поверил в это, вот НПО Лавочкина работает активно по заданию Роскосмоса, и даже мы там думаем, я сейчас пока не хочу тут забегать вперед, даже думаем не об одной миссии, а о целой венерианской программе. Но пока вот главное для нас вот это сделать. И там где-то будут участвовать американцы, в других могут быть другие страны. Мы тут не ограничены в выборе партнеров. У нас, возьмите тоже календарь, у нас хорошее взаимодействие с Европейским агентством. Я говорил, совместный был эксперимент вот Венера-экспресс. И вот сейчас у нас лунный, вот сейчас как раз в эти дни у нас гостит делегация Европейского космического агентства. Мы вместе обсуждаем бурильную установку для третьей миссии российской на Луну, которая будет в 2025 году. То есть тут международное сотрудничество, в общем, тут активно мы его ведем. Нет, пилотируем мы тут долгая история еще. Мы, если так про Луну говорить, просто я сейчас больше тоже ей занимаюсь, может быть, как-то мы тут тоже выступим, расскажем. По Луне у нас, собственно, главная программа. У нас запланировано 5 экспедиций в этом десятилетии, включая орбитальный аппарат, несколько посадочных, возврат Грутта с Луны, но из других мест, которые доставляли советские аппараты. И это все как некая прелюдия к пилотируемой программе, потому что мы некую такую разведывательную функцию наши роботы выполняют, чтобы найти, как квартирьеры, найти хорошее место, куда могут потом сесть космонавты. Спасибо за лекцию, было очень познавательно. Вот у меня вопрос. Почему у Венеры такое странное строение поверхности? То есть на Земле самая высокая гора 8 километров, а вы сказали, что некоторые вулканы могут доходить Сейчас, извините, я тут выключу, у меня этот таймер включил, ё-моё. Не знаю. Выключу. Да, повторите вопрос, пожалуйста. Почему у Венеры такое странное строение поверхности? Вы сказали, некоторые вулканы могут доходить до 100 километров, а на Земле самая высокая гора — это всего лишь 8 километров. Ну, вот это связано с эрозией, потому что на Земле вода, и любая гора, она постепенно, так сказать, за миллиарды лет, ну, как бы водой стачивается, смывается там ледниками. У Венеры этого нет, и
Какие были горы на молодой земле, мы не знаем. Может быть, они были выше. Просто до нас это ничего не дожило. А поверхность Венеры, ну, она, во-первых, связана с тем, что там высокая температура, там просто расплавлена. Если мы на Землю сделаем такую температуру, там похожая получится поверхность. А второе — это вулканы, потому что очень большая часть, за исключением самых высоких таких областей, залита вулканической жидкостью. Так, вы потом подойдите сами уже за календарями. Да. Спасибо за лекцию. Можно сразу несколько вопросов? Да. Почему Венера так медленно вращается? Знаем ли мы точно, что внутри Венеры, ее внутренний состав? Есть ли какие-то свечения на Венере, хотя нет магнитного поля, но мы знаем, что есть ионосфера, хотя бы какая-то при столкновении, да, с солнечным ветром. И такой совсем странный вопрос. Есть ли все-таки дожди серной кислоты на Венере? Дожди серной кислоты? Да. Нет, дожди серной кислоты, я думаю, есть, но других воды там нету уже. Теперь, почему нету магнитного поля, есть ионосферы? Ионосфера не связана с магнитным полем. Ионосфера, у Венеры мощная атмосфера, мы уже поняли. Вот. Верхние слои атмосферы ионизуются солнечным излучением. Это не частицами, а просто самим излучением ультрафиолетом. Там отрывается у атомов электрон, получается, значит, заряженная плазма, получается ионосфера. У Земли такой же механизм формирования атмосферы солнечным излучением. Поэтому само формирование ионосферы не связано с наличием магнитного поля. Но дальше вы правы, потому что когда есть магнитное поле, оно не допускает солнечную плазму к ионосфере. У Земли она где-то далеко. И мы только видим солнечную плазму в полярных областях, когда там солнечные частицы высыпаются и дают свечение. А у Венеры она напрямую сталкивается, потому что ионосфера фактически останавливает солнечный ветер. Не магнитное поле, как у Земли, а ионосфера. То есть, получается, свечений никаких в атмосфере мы бы не увидели. Передайте ей, пожалуйста. Это наш институт делает такие календари каждый год. Ну, в общем, там много красивых картинок. Так, пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда берутся полярные вихри там? Ну, полярные вихри, это связано с тем, что дифференциальный такой нагрев атмосферы. Просто там, если вы видели, там есть дневная сторона и ночная сторона. На дневной стороне нагрев больше, и как бы вещество начинает и на Южном полюсе, и на Северной Венере, как бы нагретое вещество начинает затекать на более холодную сторону, которая находится в тени. Ну, то есть это довольно такой простой эффект. Но его не видели раньше, вот наш эксперимент его увидел. Спасибо большое, Лев Матвеевич, за лекцию, было очень познавательно. Мой вопрос, а почему именно мы запускаем гораздо больше аппаратов на Венеру, чем американцы? Если это связано с различием в строении, то почему у нас лучше? Ну, это вот хороший вопрос, может быть, Олег мне поможет ответить. Как-то в советское время, ну, это интересный вопрос, мне его часто задавали американцы. Вот почему вы как бы Марсом меньше занимаетесь, чем Венерой? Ну, у нас на Марс тоже было много экспедиций, но, в общем, они реально все разбивались. Так вот, если посмотреть список наших результатов по Марсу, вот не везло нам. Я американцам отвечал, да, вот Марс — красная планета, но Венера — женщина, а вот мы в России лучше знаем подход к женщинам, чем к военным. Но так исторически сложилось. Я даже не могу сказать, это решение было, тогда вот был президент Академии наук Келдыш, он очень интересовался Венерой, и там вот были у них большие дебаты с Королевым, вот я недавно прочел, потому что ресурсы были ограничены. Вот Академия наук во главе с Келдышем очень настаивала на этих межпланетных полетах в Венеру, а Королев уже увлекся пилотируемой космонавтикой и хотел там одного космонавта за другим запускать. И вот некий вот такой большой успех Венеры, большое количество аппаратов было связано с тем, что вот эта активная позиция Академии наук тогда была, потому что там ожидались хорошие результаты. Марсом мы тоже занимались, и Луной занимались. Луной много занимались, но Венерой как-то везло больше. Тут вопрос везения же тоже важен.
Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, о спускаемых аппаратах наших Венеры было ли зафиксировано венеротрясение? Что было зафиксировано? Венеротрясение. Ну, сейсмической активности. Нет, я не знаю, просто они же недолго там были. Они были недолго, но это вопрос хороший, поэтому вот в этой экспедиции, вот вы видите, есть вот этот американский сейсмик, and Atmospheric Explorer, вот они как раз хотят, чтобы вероятность была увидеть, там хотя бы месяц-два надо жить. Вот они хотят нам тоже поставить такой, который проживет долго. Но это, понимаете, это простой прибор, он может и перегреться. А вот то, что мы делаем, там вот забор грунта, масс-химический анализ, он не допускает перегрева, поэтому мы ждем там 2-3 часа. Спасибо. Спасибо за лекцию, было очень интересно. Мне вот интересно то, что, как сказать, весь мир, то есть взаимодействует научной информацией насчет Венеры вместе или более части как по отдельности, как Россия, то есть Америка. То есть мы больше делимся информацией или более скрываем информацию там друг от друга? Как информация используется? Ну, здесь как бы существует много форм этого, но если сейчас, понимаете, некий новый подход к этому, потому что большинство вот результатов американских экспериментов, ну не сразу, там, может быть, через полгода, они все выкладываются в интернет, и каждый может с ними работать. Вот есть такой проект Европейского космического, и американских, и европейских, есть такой проект Европейского космического агентства «Кластер», ну, это вот ближе мне, там, чем занимаюсь. Там 4 спутника близко летают, там ни одного российского прибора нет. Но, пожалуй, там 80% статей, которые я пишу в последние годы вместе с Михаилом, они основаны на этом. Потому что сейчас данных много, голов мало. Поэтому все агентства, в общем, они, может быть, снимают сливки какие-то сами в первые там несколько месяцев, а потом эти данные выкладывают, и любой человек может использовать их. Ну, естественно, надо потом сослаться, поблагодарить авторов эксперимента, но здесь вот нету такого, что вот каждый сидит. Конечно, будут какие-то приоритетные результаты, которые вот поиски, открытие воды на Марсе там как-то все время секретили. Вот если мы действительно увидим там какие-то следы жизни, наверное, тоже мы не будем это объявлять там сию секунду, будем там сами это перерабатывать. Но такие более-менее заурядные обычные результаты, вот, скажем, исследования взаимодействия там с солнечным ветром, наверное, они будут через какое-то время в открытом доступе. И так сейчас происходит. Если совместный эксперимент, то, конечно, там данные делятся между участниками. Вот хороший пример. Сейчас в июле был запущен такой знаменитый проект «Спектр рентген-гамма». Это исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне. Вот я Фаине Борисовне рекомендовал там пригласить коллег прочесть здесь лекцию на это. Значит, там 2 прибора, немецкий и российский. Как они договорились? Они поделили небо такой вертикальной чертой. Вот эту часть неба изучает российский прибор, эту часть неба изучает немецкий. Вот как вот такая линия, как в свое время Папа Римский провел между колониями Испании и Португалии. Лев Матвеевич, у меня вопрос такой. Возьмите, пожалуйста. Да, слушаю. Да, такой вопрос. А если все-таки обнаружат жизнь на любых планетах, не только на Венере, что мы будем делать? Может быть, оставим эти планеты в покое, потому что, возможно, контаминация, мы будем мешать эволюции? Это первый вопрос. Вы тут, я чувствую, так в духе Стругацких говорите. Да нет. Я как раз вчера вечером была передача очень хорошая, в полночь, правда. Посмотрите, ее будут повторять, про Стругацких, как вот они писали, вот этот именно вопрос там обсуждался. Я не знаю, но тут, если это микробная жизнь, ну, конечно, вмешиваться в нее никто не будет, но какие-то образцы взять. Но мечтать о разумной жизни, вот в том плане, как Стругацкие в «Трудно быть Богом» написали, ну, наверное, нам не следует. В чем я уверен, что мы увидим какие-то странные формы жизни, вот типа как Станислав Лем Лучи об этом писал. Мы, может, даже не поймем, что это жизнь. Потому что она будет совсем другая, со своей логикой. Поэтому даже захотим, мы не сможем вмешаться.
Дело в том, что не только мы можем ту жизнь заразить, они еще могут нас заразить. Ну, И тут это вообще будет не есть здорово. Есть такая теория, что инопланетяне на Земле, может, они в этой Я имею в виду бактериальную жизнь. Ну, Инобактериальная жизнь на Землю мы не будем в восторге от этого. Это тоже правильный вопрос. Здесь есть очень Сейчас, жесткая организация, которая просто выкручивает руки всем. Называется КАСПАР, такая Planetary Protection Panel. И они, любой космический аппарат, у них все планеты по риску вот, загрязнения как бы классифицированы, он дезинфицируется, стерилизуется. Ну вот, может быть, Олег Седых вам расскажет, потому что тут очень жесткие условия, особенно для Марса. Вот мы делали, когда аппарат Фобос, который не планировался сесть на Марс, но поскольку он мог упасть на Марс, нас тоже заставили все там простерилизовать, что там реально, даже если бы он упал на Марс, не было никакого загрязнения. Правда, в итоге он упал в Тихий океан. И еще вопрос такой. Вот полярные вихри на Венере и полярные вихри на Юпитере и Сатурне имеют ли что-то Ну, общее? наверное, я думаю, что да, потому что это общая такая, связана вот с вращением планеты. Ну, у Юпитера, конечно, там другая красивая вещь, вот это вот красное пятно, которого у других планет нету. Да. Что? Да, ему, по-моему. Так, пожалуйста. У вас вопрос? У меня вопрос, можно я задам? Спасибо. Нет, ну вот тут женщина уже давно. Ну, по очереди. Громче только. Я рад, что... Спасибо вам. Да. Нет, в Солнечной системе она единственная. Но есть астероиды, да, есть астероиды с ретроградным вращением. Ответ не знаю. Есть астероиды, которые просто прилетают, есть астероиды, которые созданы вместе с нашей Солнечной системой, и от них, конечно, такого ожидать трудно, потому что все они созданы из такого протопланетного диска. Но сейчас обнаружено много астероидов, которые вообще из других звездных систем прилетают. Они уже могут двигаться как хотят. Вот в последнее время несколько таких обнаружил. Может быть, они такие ретроградные, но ретроградные астероиды есть. Пожалуйста. Что? Почему Венера вращается, я не знаю. Нет пока на это ответа. У меня такой вопрос. А сколько вообще аппаратов с Венеры вернулось? И почему, вот вы сказали про образцы грунта, почему это такой, как Грааль для науки? Ну, грунт. Это хороший вопрос. Потому что геологи, геохимики, они считают, что такая окончательная истина может быть дана только вот путем наземных исследований вещества, потому что не просто изучается там элементный состав, это можно сделать и там в космосе. Нужен тонкий изотопный состав, потому что, например, по соотношению изотопов, там разные изотопы кислорода, разные изотопы водорода можно проследить, там более тяжелые, более легкие. Это очень тонкая вещь, которая позволяет определить возраст, позволяет определить эволюцию. То есть поэтому вот доставка грунта считается просто необходимой для понимания геологии. Поэтому так много сил тратят американцы, тратили американцы, мы вот, по Луне. Вот мы мечтаем сейчас, это, конечно, пока мечта доставить грунт с Венеры, и большая сейчас программа международная доставки грунта с Марса, потому что это сложно, потому что с Луны можно, вот как мы делали, схватить грунт и сразу прилететь на Землю. Но Марс уже большой и далеко, там, значит, надо взять грунт одним аппаратом, чтобы на орбите его ждал другой, перегрузить, который будет возвращаться. И такая вот экспедиция тоже сейчас обсуждается. Но мы в ней как-то мало участвуем, к сожалению. Спасибо вам огромное за интересную лекцию. И вот хотел бы такой вопрос задать. А какая планета больше изучена, Марс или Венера? И где больше Марс, конечно, экспериментов Марс. поставлено? И вот мы когда говорили про нишу, вот поэтому мы, может быть, во-первых, мы Марс тоже изучаем активно. Вот я в прошлый раз выступал про Марс. Значит, есть такой проект «Экзомарс», который был запущен в 2016 году, орбитальный аппарат. В этом году должен быть запущен посадочный аппарат наш совместно с Европейским агентством. То есть мы участвуем в Марсе, но, конечно, там доминируют американцы. У них
большая программа, и то, что мы пытаемся делать, они уже сделали, там тяжелый ровер такой, они туда опустили размером с танк на таких тросах. Вот, мы, конечно, отстаем. Вот, поэтому Марс, в общем, про Марс мы сейчас очень много знаем, и действительно, вот я в последнее время читаю, там идут большие дискуссии в НАСА, нужно ли вообще им связываться с Луной или сделать какую-то промежуточную станцию и сразу лететь на Марс. То есть американцы натеяли послать своих космонавтов на Марс. Мы пока в этом не мечтаем. Я вообще к этому отношусь, к полету человека на Марс, очень скептически, просто из радиации. Потому что в последнее время, ну, все знают, что радиация, там, Чернобыль вызывает лучевую болезнь. Но радиация рознь. Есть радиация, ну, от солнечных частиц, есть радиация от гамма-излучения, это есть радиация, она по дозе не очень велика, от галактических космических лучей. Это такие частицы, но их энергия примерно, у них громадная скорость, и кинетическая энергия там примерно равна энергии такого, ну не кирпича, такого шара, который вам в голову из пращи пускают. И на обезьянах такие эксперименты ставились в Дубне на ускорителях, обезьяны теряли когнитивные функции, то есть они все забывали, чему их учили. То есть если это так, от этого защититься нельзя. То есть вот космонавты, которые полетят, не то, что они когда-то потом заболеют лучевой болезнью, они могут просто потерять возможность управлять аппаратом немедленно, потому что это очень серьезная опасность. Ее про нее мало знают, но сейчас в последние годы стали много говорить. И здесь лидерство наших медиков из Дубны, из Института медико-биологических проблем, которые эффект заметили. Но пока там были на мышах только такие эксперименты. Там, кстати, интересно, значит, были мыши, 2 контрольные группы. И там лабиринты, там клали еду. И, в общем, мыши очень быстро обучаются. Значит, сначала они этот лабиринт час проходили, потом полчаса, потом за 10 минут проходили. Вот. Потом, значит, одну группу облучили, другую нет. Эту, которую облучили, они все забыли. Они там 1,5 часа искали. Но контрольная группа как научилась, так и научилась. Поэтому это серьезная опасность. Скажите, экспериментов больше тоже на Марсе было, да? Что? Экспериментов тоже больше на Марсе было. Ну да, на Марсе сейчас просто там посадочных аппаратов много. На Венере только советские аппараты были. Вот теперь мы планируем сесть. Поэтому мы, вот про это Василий Иванович говорил, что Венера в каком смысле для нас ниша. Потому что она меньше исследованная и очень интересная. Для нее своя есть, ну, своя, так сказать, область научная. Марс другой. Марс тоже интересен, но всюду не поспеешь. Наш бюджет, просто чтобы понятно было, он примерно в 20 раз меньше американского космического. Поэтому тут соревноваться сложно. Здравствуйте. Первый вопрос, он, грубо говоря, не мой, это у меня знакомый астрофизик попросил у вас спросить, точно ли установлено, что на Венере нет тектонических плит, что там единая поверхность? Да, ну я это читал, я не знаю, просто по морфологии поверхности геологи об этом говорят, что как бы вся Венера это одна тектоническая плита. Там поверхность молодая, тектонических плит нет. На Земле тектонические плиты, если я правильно понимаю, возникли просто при растрескивании какой-то вот древней плиты. Потому что когда-то молодая Земля, наверное, тоже была одной плитой покрыта. Спасибо. И второй вопрос. Понятно, что американцы сделали ставку на Марс, мы пытаемся сделать ставку на Венеру. А чья тогда Луна? И вообще есть ли какой-то закон, который регламентирует, где чье? Потому что многие страны уже просто продают участки на Луне, там, например. Это хороший вопрос. Вот он буквально активно обсуждается. И это серьезная проблема, но с Луной. Она вообще проблема космических ресурсов. И ей озаботились сейчас, потому что есть два принципа. Один принцип, что вот есть такой закон, что Луна имеет право, такой же легальный статус, как Антарктида, что любая страна может там сесть, что это общее достояние человечества, что ничего там нельзя делать. С другой стороны, Луну начинают осваивать. Естественно, если какая-то коммерческая фирма там построит какую-то систему, начнет там что-то добывать, не знаю, что там, редкие металлы, естественно, она захочет получать прибыль, естественно, она захочет какое-то право собственности. Так же, как вот вы ловите рыбу в Мировом океане, она же не общая, она же ваша, вы же ее можете продать. И здесь вот в это вступает противоречие. Вот современное состояние
когда уже страны готовы не исследовать Луну, а осваивать Луну, это две разницы. Оно вступает в противоречие с существующими законами. Идут очень большие бои. Вот буквально в начале февраля в Вене состоялся такой комитет, комитет ООН по космическому пространству. Я, к сожалению, должен был там быть, но заболел и не поехал. Вот наши коллеги из МИДа, из Роскосмоса, из других структур, они очень активно продвигали вот нашу повестку, что какие законы должны быть на Луне, потому что сейчас начинается такой период, когда, как вот Дикий Запад, когда осваивали эти золотые месторождения. Кто первый встал, того и тапочки. Вот этого надо избежать, потому что там будут конфликты. И я об этом очень много говорю, потому что области на Луне, мы сейчас про Луну говорим, не про Венеру, области на Луне, которые интересны, которые привлекательны, они, в общем, в основном их немного, они расположены вблизи южных полюсов, потому что там доказано, что под поверхностью есть какой-то водяной лед, и это хороший ресурс. Если там за них начнется какая-то свалка, то это будет очень плохо. То есть надо сразу договариваться. Ну, примерно сейчас похожее происходит с арктическим шельфом. Все заботились, раньше он никому не нужен был, сейчас все нам борются за то, чтобы каждая страна получила максимальный кусок. С Луной произойдет то же самое. И уже начало происходить. Так, ну все, наверное, да? Календари кончились. Возьмите, еще один вопрос. Нет, давайте там товарищ первый. Последний. Да. Ваш календарь. Извините, пожалуйста. Если мы, имеется в виду жители Земли, будут привозить с других планет какие-то материалы, если это будет в большом промышленном масштабе, то тогда масса Земли изменится. Не говоря уже о том, что масса других планет изменится. Сколько там можно привезти с других планет? Неизвестно. Нет, все зависит чтобы от того... что-то при современном химическом топливе, чтобы что-то привезти с Луны, нужно с Земли запустить ракету, которая где-то, наверное, в 200-300 раз больше, чем то, что вы привезете. То есть Земля будет терять массу, а не приобретать на это. Ну вот насколько это критично вообще Это для того, чтобы я не думаю, что это изменить критично. орбиту? Если Земля там или потеряет массу, или приобретет, ничего страшного не произойдет. То есть это не критично, да, для конечно, изменения нет, орбиты Земли и других планет? Если будут привозить какие-то редкие металлы, но чтобы их привезти, нужно стартовать на большой ракете. То есть все же это уходит в космос, ракета остается там в космическом. Земля теряет массу при таких. Но это не критично? Нет, ну а что тут критично? Хорошо, благодарю, спасибо вам огромное. Ну что ж, еще раз поблагодарим Льва Матвеевича за прекрасную лекцию. Спасибо. Надеюсь, мы с вами будем чаще, не 3 раза в 10 лет, а почаще встречаться. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, не расходитесь, пока у меня 2 объявления. Анонс. Следующая наша трибуна ученого состоится по расписанию 18 марта. Мы остаемся в Солнечной системе и вместе с Дмитрием Вибой отправимся в путешествие к астероидам 18 марта. Еще одно объявление. 27 февраля, на следующей неделе, издательство «Эксмо» проводит презентацию новой книги у нас здесь, в конференц-зале, книги Нила Деграсса Тайсона, астрофизика, директора планетария Нью-Йорка, Хейден планетариума. Он написал книгу совместно с журналистом-историком науки и искусства Эвисом Лэнгом. Название такое. Она называет, сейчас я вспомню, «Негласный союз астрономии и армии на службе у войны». Вот такая толстая книга, отлично переведенная. И они предлагают нам провести презентацию в формате Public Talk. Спикеры Владимир Сурдин, Николай Самусь. Я думаю, что будет очень интересно присутствовать, побывать, послушать, пообщаться. Это будет 27 февраля. Билеты продаются в кассе планетария уже. Поэтому, если вы хотите попасть на это мероприятие, то как можно быстрее в кассу и покупайте билет. Приглашаю всех, потому что очень интересный подход самого Тайсона, очень интересные факты, вот я прочитала, просто поразительные, которых раньше мы не читали, не видели, не знали, они опубликованы впервые. Там очень много, и, конечно, с нашей стороны
интересных фактов, и о Руальде Сагдиеве там упоминают, потому что... ну вот у нас в магазине не продается, к сожалению. Если издательство предоставит нам несколько экземпляров в подарок, то, Лев Матвеевич, мы вам обязательно передадим. Я куплю ее. Ну, она где-то продается, но у нас пока в магазине нет. Ну вот такое объявление. Всех благодарю за внимание.